Урок 1. Знакомство с размерами друг друга. Анна, мне интересно, какой у тебя размер? Джон, у меня маленький размер. А ты? У меня средний размер. Спасибо, что поделились. Добро пожаловать, Джон. Есть ли причина, по которой вы хотели узнать? Я думала сделать тебе подарок, и знание твоего размера поможет мне выбрать подходящий крой. Это очень заботливо с твоей стороны, Джон. Я это ценю. Конечно, Анна. Я считаю, что при выборе подарка важно учитывать чьи-то предпочтения и размеры. Согласен, Джон. Это показывает, что вы вложили все силы и мысли, чтобы выбрать что-то, что подходит человеку. Конечно, Анна. Именно мелкие детали делают подарок значимым. Мне не терпится узнать, что у тебя на уме, Джон. Еще раз спасибо. Добро пожаловать, Анна. Надеюсь, вам понравится. Урок 2. Соблюдение личных границ. Анна, если не возражаете, я спрошу, какова ваша зарплата? Джон, я ценю твое любопытство, но я предпочитаю держать свою зарплату в тайне. Понимаю, Анна. Когда речь заходит о финансах, важно соблюдать личные границы. Конечно, Джон. Заработная плата может быть деликатной и личной темой для многих людей. Ты права, Анна. Лучше не делать предположений и не вмешиваться в чьи-то финансовые дела. Действительно, Джон. Гораздо важнее сосредоточиться на взаимном уважении и поддержке, независимо от дохода. Я полностью согласна, Анна. Наша ценность выходит за рамки зарплаты, и мы должны ценить друг друга такими, какие мы есть. Отличная перспектива, Джон. Давайте вместо этого будем ценить навыки, знания и вклад друг друга. Конечно, Анна. Наша ценность должна измеряться нашим характером, поступками и положительным влиянием, которое мы оказываем на других. Хорошо сказано, Джон. Давайте сосредоточимся на поддержке друг друга и создании позитивной атмосферы. Не могу не согласиться, Анна. Соблюдение личных границ – ключ к поддержанию здоровых отношений. Спасибо за понимание, Джон. Это очень много значит. Добро пожаловать, Анна. Для меня важно взаимное уважение. Давайте продолжим поддерживать друг друга. Конечно, Джон. Вместе мы можем создать позитивную и благоприятную атмосферу. Я ценю твою точку зрения, Анна. Спасибо за беседу. Добро пожаловать, Джон. Тебе тоже спасибо. Хорошего дня. Ты тоже, Анна. Береги себя. Урок 3. Цели ежемесячных сбережений для душевного спокойствия. Привет, Анна. Ежемесячный вклад в сбережения дает мне душевное спокойствие. Какую сумму нужно стремиться сэкономить в идеальном сценарии? Привет, Джон. Здорово, что вы ставите во главу угла экономию. Как правило, хорошей отправной точкой является стремление сэкономить 20% вашего ежемесячного дохода. Звучит разумно. Это позволяет как экономить, так и покрывать регулярные расходы. Именно так. Важно найти баланс между экономией и поддержанием комфортного образа жизни. Должны ли мы учитывать какие-либо конкретные факторы при определении суммы сбережений? Абсолютно.
Примите во внимание свои финансовые цели, такие как чрезвычайные ситуации, планы на будущее и выход на пенсию. Понимаю. Таким образом, цель экономии может варьироваться в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Да, ситуация у всех разная, и важно соответствующим образом адаптировать свои сберегательные цели. Существуют ли какие-либо стратегии, позволяющие упростить и сделать сбережения более доступными? Да, автоматизация сбережений может оказаться полезной. Настройте автоматические переводы на отдельный сберегательный счет каждый месяц. Таким образом, мне не придется полагаться на то, чтобы не забывать сохранять данные вручную. Правильно. Это способствует сохранению консистенции и превращает экономию в привычку. Я обязательно рассмотрю этот вариант. Кажется, это практичный подход. Кроме того, регулярный анализ расходов и поиск областей, в которых можно сократить расходы, могут высвободить больше средств для сбережений. Я проанализирую свои привычки расходования средств и определю области, в которых я могу внести коррективы. Это упреждающий шаг к увеличению вашего потенциала сбережений. Спасибо за информацию, Анна. Я поставлю перед собой реалистичную цель сбережений и буду работать над ее достижением. Добро пожаловать, Джон. Помните, что регулярные сбережения укрепляют финансовую безопасность и обеспечивают душевное спокойствие. Я ценю ваш совет. Давайте оба будем стремиться к достижению наших целей в области сбережений и пользоваться преимуществами, которые это приносит. Урок 4. Важность регулярного ухода за садом. Привет, Анна. Не забывайте регулярно поливать и ухаживать за садом. Привет, Джон. Ты прав. Мне нужно внимательнее ухаживать за своим садом. Регулярный полив крайне важен для поддержания здоровья и процветания растений. Понимаю. Правильное увлажнение необходимо для их роста и жизнеспособности. Кроме того, не забудьте удалить сорняки, которые могут конкурировать с вашими растениями за питательные вещества и пространство. Сорняки могут препятствовать росту моих растений. Я обязательно буду держать их под контролем. Также важно регулярно осматривать сад на предмет наличия вредителей или болезней, которые могут нанести вред вашим растениям. Я буду проявлять бдительность и принимать необходимые меры для защиты своего сада от вредителей и болезней. Обрезка растений – еще один важный аспект ухода за садом. Это способствует здоровому росту и сохранению формы растений. Я узнаю больше о правильных методах обрезки, чтобы убедиться, что делаю это правильно. Наконец, не забывайте регулярно удобрять растения, чтобы обеспечить их необходимыми питательными веществами. Я сделаю пометку о том, чтобы включить внесение удобрений в свой распорядок ухода за садом. Отдавая приоритет регулярному уходу за садом, вы будете наслаждаться красивым и процветающим садом круглый год. Я ценю твои напоминания, Джон. Я постараюсь более последовательно ухаживать за своим садом. Добро пожаловать, Анна. Ваш сад вознаградит вас своей красотой и радостью, которую он приносит. Я с нетерпением жду расцвета моего сада. Спасибо за совет. Очень приятно, Анна. Удачного вам садоводства, и пусть ваши усилия принесут плодотворные результаты. Урок 5. Изучение доступных вариантов. Привет, Анна, хорошо, позвольте мне проверить доступные варианты для вас. Привет, Джон. Я ценю твою помощь. Не торопитесь найти лучшие варианты. Во-первых, мы можем изучить различные онлайн-платформы и веб-сайты, предлагающие то, что вы ищете. Похоже, это хорошее начало. Я рассмотрю эти платформы и сравню их предложения. Кроме того,
мы можем рассмотреть местные магазины или специализированные магазины, в которых может быть то, что вам нужно. Я сделаю заметку, чтобы заглянуть в близлежащие магазины и посмотреть, есть ли в них нужные товары. Другой вариант — обратиться за рекомендациями к друзьям или коллегам, которые могут иметь схожие интересы или предпочтения. Неплохая идея. Возможно, у них есть ценная информация или они знают, где найти то, что я ищу. Наконец, не забудьте рассмотреть любые предстоящие распродажи или скидки, которые могут сделать варианты более доступными. Я буду следить за любыми акциями или скидками, которые помогут мне сделать экономичный выбор. Отлично. Изучив эти варианты, у вас будет больше шансов найти именно то, что вам нужно. Я ценю твою помощь, Джон. Обнадеживает то, что кто-то помогает мне сориентироваться в доступных вариантах. Добро пожаловать, Анна. Выбор правильных вариантов может существенно повлиять на вашу удовлетворенность окончательным решением. Я последую вашему совету и начну изучать упомянутые вами варианты. Еще раз спасибо. Без проблем, Анна. Сообщите мне, если вам понадобится дополнительная помощь. Я здесь, чтобы помочь. Я так и сделаю. Спасибо, Джон. Я буду держать вас в курсе моего прогресса. Звучит неплохо, Анна. Удачи в поиске идеального варианта для ваших нужд. Урок 6. Добавление персонажа и экономия денег. Привет, Анна, отличная идея. Это добавляет характера и экономит деньги. Привет, Джон. Я рад, что вам понравилась идея. Всегда приятно найти способы добавить индивидуальности и при этом сэкономить. Абсолютно. Какую идею вы имеете в виду? Я подумывал отремонтировать старую мебель вместо того, чтобы покупать новую. Это фантастический подход. Это не только придает уникальность вашему пространству, но и помогает сэкономить деньги. Именно так. Я могу выразить свое творчество и стиль, перекрасив или переделав мебель. Это отличная возможность продемонстрировать свой вкус и сделать свой дом более уютным. А благодаря ремонту я могу избежать высоких затрат на покупку новой мебели. Кроме того, вы часто можете найти уникальные вещи с характером в комиссионных магазинах или на блошиных рынках. Это правда. Мне понравится находить скрытые драгоценные камни и превращать их во что-то прекрасное. Вы также можете привлечь друзей или членов семьи, у которых есть опыт или идеи, внести свой вклад. Сотрудничество с близкими сделает проект еще более приятным и запоминающимся. И в конце концов, у вас будет уникальная мебель, отражающая ваш стиль и индивидуальность. Я в восторге от этого проекта. От этого выигрывают все, добавьте персонажа и сэкономьте деньги. Не могу дождаться окончательных результатов. Ваш дом станет настоящим отражением вашего творчества. Спасибо за поддержку, Джон. Я обязательно буду держать вас в курсе моих достижений. С нетерпением жду этого, Анна. Наслаждайтесь процессом и получайте удовольствие от проекта по ремонту. Я так и сделаю. Еще раз спасибо за поддержку и положительные отзывы. Без проблем, Анна. Удачного ремонта, и пусть ваше творчество вдохнет новую жизнь в вашу мебель. Урок 7. Улучшение вкуса с помощью свежей кинзы. Привет, Анна. В эти выходные не забудьте добавить немного свежей кинзы для аромата. Привет, Джон. Отличное предложение. Свежая зелень действительно может улучшить вкус блюда.
Абсолютно. Кинза придает освежающий и яркий оттенок многим кухням. Я обязательно включу это в свой план питания на выходные. Это простое, но эффектное дополнение. Он хорошо сочетается с различными блюдами, такими как салаты, сальса, супы и даже в качестве гарнира к тако или карри. Мне нравится, как кинза придает этим блюдам прилив свежести. Это универсальная трава. Только не забудьте добавить его ближе к концу приготовления, чтобы сохранить вкус и аромат. Я учту это. Лучше всего добавлять кинзу прямо перед подачей на стол, чтобы эффект был максимальным. Кроме того, вы можете хранить остатки кинзы в банке с водой в холодильнике, чтобы они дольше оставались свежими. Это полезный совет. Я позабочусь о правильном хранении кинзы, чтобы сохранить ее свежесть. Свежие травы, такие как кинза, не только улучшают вкус, но и обладают некоторыми питательными свойствами. Приятно знать, что я добавляю в свои блюда как вкус, так и питательные вещества. А если вы ищете больше вариантов трав, базилик, мята и петрушка также станут отличным выбором. Я также постараюсь включить эти травы в свои рецепты. Спасибо за предложение. Добро пожаловать, Анна. Наслаждайтесь экспериментами со свежей кинзой и другими травами. Это придаст вашим блюдам восхитительную изюминку. Мне не терпится его попробовать. Спасибо за вдохновение, Джон. Без проблем, Анна. Проведите фантастические выходные, наполненные вкусными вкусами и кулинарными приключениями. Я так и сделаю. Еще раз спасибо, Джон. Я расскажу вам, чем все обернется. Я с нетерпением жду ваших кулинарных творений. Наслаждайтесь ароматами и наслаждайтесь ими. Урок 8. Работа со стрессовыми ситуациями. Привет, Анна. Мой полет, должно быть, был напряженным. Что ты сделал? Привет, Джон. Когда я сталкиваюсь со стрессовыми ситуациями, я стараюсь использовать несколько стратегий для управления стрессом. Это хороший подход. Какие стратегии вы считаете полезными? Сначала я глубоко вдыхаю, чтобы успокоиться и восстановить концентрацию. Глубокое дыхание действительно может быть очень эффективным для снижения стресса и расслабления. Да, это помогает мне сосредоточиться на своих мыслях и подойти к ситуации с более ясным умом. Что еще вы делаете, чтобы справиться со стрессом? Я также считаю полезным заниматься физической активностью, например, гулять или заниматься йогой. Упражнения– отличный способ снять напряжение и повысить настроение. Это может обеспечить столь необходимый отдых от стрессовых факторов. Абсолютно. Движение тела помогает мне чувствовать себя более уверенно и снимает стресс. Есть ли другие стратегии, на которые вы полагаетесь? Другой метод, который я использую, заключается в том, чтобы расставлять задачи по приоритетам и разбивать их на более мелкие, управляемые шаги. Разделение задач на более мелкие части может сделать их менее сложными и более выполнимыми. Да, это помогает мне оставаться организованным и сосредоточенным, что снижает уровень стресса. Похоже, у вас есть всесторонний подход к управлению стрессом. Есть ли что-то еще, что вы бы порекомендовали? Наконец, я уделяю приоритетное внимание уходу за собой и уделяю время занятиям, которые приносят мне радость и расслабление. Забота о себе очень важна при борьбе со стрессом. Она омолаживает и пополняет нашу энергию. Именно так. Практикуя уход за собой, мы можем лучше справляться с возникающими на нашем пути проблемами. Спасибо, что поделились своими стратегиями, Анна.
Я запомню их на случай будущих стрессовых ситуаций. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, они вам тоже пригодятся. Я благодарна за это. Очень важно иметь эффективные инструменты для борьбы со стрессом и поддержания хорошего самочувствия. Абсолютно. Помните, что забота о себе – это ключ к успеху. Сообщите мне, если вам понадобится дополнительная поддержка. Я так и сделаю, Анна. Спасибо за понимание и поддержку. Без проблем, Джон. Мы здесь друг для друга. Берегите себя и будьте выносливы. Ты тоже, Анна. Давайте преодолевать стрессовые ситуации вместе с силой и изяществом. Урок 9. Изучение местного опыта и историй. Привет, Анна. Я встретил местного гида, который поделился интересными историями. Привет, Джон. Звучит невероятно. Местные гиды часто делятся уникальными идеями и историями. Абсолютно. Это была отличная возможность познакомиться с культурой и историей этого места. Мне очень приятно общаться с местными жителями и узнавать их точку зрения из первых уст. Гид поделился историями о традициях, достопримечательностях и даже местных легендах региона. Наверное, было интересно услышать эти истории и глубже понять это место. Так оно и было. Страсть гида к окрестностям проявилась в том, как они рассказывали сказки. Общение с местными гидами может обеспечить более аутентичный и захватывающий опыт путешествия. Не могу не согласиться. Они обладают богатыми знаниями и могут дать ценные рекомендации. Невероятно, как их истории оживляют историю и культуру. Да, и это возможность оценить уникальные перспективы и опыт местного сообщества. Рассказывал ли гид также о местной кухне или о каких-либо скрытых сокровищах? Да, они поделились рекомендациями по местным ресторанам и достопримечательностям в глуши. Это просто фантастика. Изучение скрытых сокровищ и дегустация местных деликатесов дополняют впечатление от путешествия. Это действительно так. Это возможность приобщиться к местным вкусам и традициям. Меня вдохновляет искать местных гидов в своих будущих путешествиях и глубже погружаться в местную культуру. Очень рекомендую, Анна. Это придает путешествию глубины и аутентичности. Спасибо, что поделились своим опытом, Джон. Это напоминание о том, как важно общаться с местными жителями. Добро пожаловать, Анна. Я верю, что эти связи создают неизгладимые воспоминания и расширяют наш кругозор. Не могу не согласиться. Давайте познакомимся с местным опытом и историями, которые его формируют. Приветствую вас, Анна. Пусть наши будущие путешествия будут наполнены увлекательными встречами и незабываемыми историями. Конечно, Джон. Давайте продолжим искать эти аутентичные моменты и знакомиться с богатством разных культур. Действительно, Анна. Это то, что делает наши путешествия поистине необычными. Урок 10. Изучение различных мнений о налогообложении. Анна, правда, когда речь заходит о налогах, всегда есть разные мнения. Конечно, Джон. Налогообложение – сложная тема, которая часто порождает разные точки зрения. Некоторые выступают за снижение налогов для стимулирования экономического роста, в то время как другие выступают за повышение налогов для финансирования государственных услуг. Верно, Джон. Дискуссия часто сосредоточена на поиске баланса между экономическим процветанием и социальным обеспечением. Действительно, Анна. Важно учитывать потенциальные преимущества
и недостатки различных налоговых политик. Различные налоговые системы могут по-разному влиять на отдельных лиц, предприятия и экономику в целом. Точно, Анна. Важно проанализировать долгосрочные и непредвиденные последствия налоговых решений. Кроме того, справедливость и равенство являются ключевыми соображениями при обсуждении налогообложения. Конечно, Анна. Справедливая и равноправная налоговая система обеспечивает справедливое распределение бремени. Однако определение того, что является справедливым, может быть субъективным и открытым для интерпретации. Это правда, Анна. У людей могут быть разные мнения о том, что такое справедливое распределение налогового бремени. Важно проводить открытые и уважительные обсуждения, чтобы понять различные точки зрения. Согласна, Анна. Конструктивный диалог позволяет нам учиться друг у друга и находить точки соприкосновения. Поиск точек соприкосновения может привести к принятию обоснованных решений, приносящих пользу обществу в целом. Действительно, Анна. Рассматривая различные мнения, мы можем работать над созданием налоговой системы, которая уравновешивает экономический рост и социальное обеспечение. Спасибо, что поделились своими мыслями, Джон. Всегда полезно участвовать в дискуссиях на такие сложные темы, как налогообложение. Добро пожаловать, Анна. Я тоже ценю твою точку зрения. Давайте продолжим содержательные беседы. Конечно, Джон. Вместе мы сможем углубить взаимопонимание и изучить разные точки зрения. С нетерпением жду наших будущих дискуссий, Анна. Спасибо за беседу. Спасибо и тебе, Джон. Хорошего дня. Ты тоже, Анна. Береги себя. Урок 11. Как получить максимальное удовольствие от раннего ухода. Анна, если вы согласны, нам следует уходить пораньше, чтобы максимально использовать наш день и обеспечить приятные впечатления. Звучит прекрасно, Джон. Ранний отъезд дает нам больше времени, чтобы исследовать и насладиться дневными занятиями. Конечно, Анна. Это позволяет нам избегать скопления людей и наслаждаться популярными достопримечательностями без спешки. Не могу не согласиться, Джон. Раннее утро часто создает безмятежную и умиротворяющую атмосферу, которая усиливает общее впечатление. Кроме того, ранний отъезд дает нам возможность открыть для себя скрытые сокровища и труднодоступные места. Верно, Джон. Это добавляет в наши дни элемент приключений и спонтанности. Кроме того, уезжая рано, мы можем воспользоваться более низкими температурами и избежать полуденной жары. Конечно, Джон. В теплую погоду исследовать окрестности удобнее и приятнее. Ранний отъезд также позволяет нам более гибко планировать маршрут и при необходимости вносить коррективы. Отличное замечание, Джон. Это дает нам свободу адаптироваться и в полной мере использовать неожиданные возможности, которые возникают. Точно, Анна. Открытость к спонтанности может привести к незабываемым впечатлениям и неожиданным открытиям. Я в восторге от перспективы сделать наш день максимально комфортным, Джон. Ранний уход задает тон полноценному приключению. Я чувствую то же самое, Анна. Давайте постараемся уходить пораньше и максимально использовать каждый драгоценный момент. Согласен, Джон. Все дело в том, чтобы создать неизгладимые воспоминания и в полной мере насладиться каждым опытом. Спасибо за то, что вы приняли этот план, Анна. Я ценю ваш энтузиазм и готовность начать игру как можно раньше.
Добро пожаловать, Джон. Я также взволнован. Давайте сделаем этот день незабываемым. Конечно, Анна. Вас ждет незабываемый день открытий и наслаждений. Ура, Джон. Пойдем и насладимся нашим приключением по максимуму. Действительно, Анна. Давайте отправимся в это путешествие с энтузиазмом и чувством удивления. Урок 12. Стратегия экономии денег на покупку нового дома. Я думал о том, как накопить больше денег на покупку нового дома. Отличная тема. Какие идеи вы имеете в виду? Во-первых, я думаю, нам следует создать ежемесячный бюджет для отслеживания наших расходов. Неплохая идея. Это поможет нам определить области, в которых мы можем сократить расходы. Именно так. Нам также следует рассмотреть возможность сокращения расходов на питание в ресторанах. Согласовано. Приготовление пищи дома не только сэкономит деньги, но и будет полезнее для здоровья. Еще один способ сэкономить — найти более дешевые альтернативы нашим обычным покупкам. Да, мы должны сравнить цены и найти скидки, прежде чем что-то покупать. Кроме того, мы можем попытаться исключить ненужные подписки или членства. В этом есть смысл. Возможно, мы платим за услуги, которые нам на самом деле не нужны. Наконец, мы должны поставить перед собой конкретную цель сбережений и направить на нее часть наших доходов. Хорошее замечание. Поставив перед собой цель, мы будем мотивировать нас постоянно откладывать сбережения. Абсолютно. Реализуя эти стратегии, мы можем увеличить наши сбережения и приблизиться к покупке дома своей мечты. Я согласен с этим. Давайте начнем воплощать эти идеи в жизнь. Согласовано. Благодаря дисциплине и целеустремленности мы можем воплотить нашу мечту в реальность. Урок 13. Отслеживание и обновление рыночных отчетов. Давайте будем следить за рыночными отчетами и обсуждать любые обновления дальше. Хороший план. Быть в курсе событий необходимо для принятия обоснованных решений. Абсолютно. Мы должны регулярно следить за обновлениями цен на акции и рыночных тенденций. Также важно следить за новостями, связанными с интересующими нас отраслями. Да, отслеживание экономических показателей может дать нам представление о рыночных условиях. Нам следует обращать внимание на любые существенные события или изменения в политике, которые могут повлиять на инвестиции. Определенно. Действуя на опережение, мы можем соответствующим образом скорректировать наши стратегии. Кроме того, мы должны быть в курсе тенденций в сфере недвижимости, если мы рассматриваем возможность покупки или продажи недвижимости. Это хорошие замечания. Это поможет нам принимать обоснованные решения на рынке жилья. Давайте возьмем за привычку регулярно просматривать рыночные отчеты и обсуждать наши выводы. Согласовано. Это позволит нам оставаться в курсе событий и оптимизировать наши финансовые решения. Таким образом, мы сможем более уверенно ориентироваться на рынке и, возможно, использовать открывающиеся возможности. Точно. Мониторинг рыночных отчетов станет ценным инструментом в нашем финансовом путешествии. Урок 14. Путешествие в Юго-Восточную Азию как рай для пеших туристов. Я присматриваюсь к Юго-Восточной Азии. Кажется, это рай для любителей пеших прогулок. Я тоже слышала об этом много хорошего. Какие страны вас интересуют? Таиланд, Вьетнам и Индонезия занимают первое место в моем списке. Это популярные варианты. Богатая культура и доступные путешествия привлекают многих туристов.
Я читал, что в этом регионе цены на проживание и еду разумные. Да, мы можем увеличить бюджет, наслаждаясь уникальными впечатлениями. Мне также очень нравится исследовать прекрасные пляжи и потрясающие пейзажи. Мы должны изучить достопримечательности, которые стоит посетить, и соответствующим образом спланировать свой маршрут. Абсолютно. Важно иметь приблизительный план, но при этом оставлять место для спонтанности. Согласовано. Мы можем погрузиться в местную культуру и попробовать разные кухни. Я слышал, что транспорт удобен, доступны различные варианты. Приятно это знать. Мы можем легко перемещаться между городами и странами. Юго-Восточная Азия кажется идеальным местом для приключений и воспоминаний. Давайте начнем исследование и подготовимся к незабываемому пешему путешествию. Я в восторге от открывающихся возможностей и не могу дождаться, когда смогу вместе исследовать Юго-Восточную Азию. Урок 15. Новый образ жизни и погружение в мир. Абсолютно. Так увлекательно погружаться в новый образ жизни. Я полностью согласен. Это шанс расширить наш кругозор и познакомиться с разными культурами. Знакомство с различными обычаями и традициями может открыть глаза и обогатить. Да, это позволяет нам глубже понять мир и его разнообразие. Мне не терпится изучать новые языки и общаться с местными жителями. Общение играет ключевую роль в установлении связей и полном погружении в себя. Еще один аспект, которого я с нетерпением жду, попробовать блюда местной кухни. Еда — это путь к пониманию истории и вкусов культуры. Думаю, во время погружения важно проявлять непредвзятость и уважение. Абсолютно. Мы должны подходить к любой ситуации с любопытством и готовностью учиться. Я верю, что этот опыт сформирует нас и расширит наши перспективы. Несомненно, это будет преобразующее путешествие, которым мы будем дорожить всю жизнь. Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы погрузиться в новый образ жизни и извлечь из него максимум пользы. Не могу не согласиться. Давайте откроем наше сердце и умы чудесам, которые нас ждут. Урок 16. Учимся на ошибках, их анализ и понимание. Думаю, ты прав. Как мне учиться на своих ошибках? Проанализируйте свои ошибки, поймите их. Учиться на своих ошибках очень важно для личностного роста. Сначала давайте проанализируем, что пошло не так. Размышления о ситуации могут помочь нам определить факторы, приведшие к ошибке. Важно брать на себя ответственность за свои действия и не перекладывать вину на других. Как только мы поймем ошибки, мы сможем извлечь из них уроки и сделать правильный выбор в будущем. Абсолютно. Нам следует искать закономерности или распространенные ошибки, чтобы избежать повторения одних и тех же ошибок. Получение отзывов от других также может дать ценную информацию и разные точки зрения. Да, конструктивная критика может помочь нам увидеть наши белые пятна и области, требующие улучшения. Важно быть непредвзятым и быть готовым учиться на своих ошибках. Давайте воспользуемся своими ошибками в качестве ступеней роста и развития. Анализируя и понимая свои ошибки, мы можем стать мудрее и выносливее. Помните, что ошибки — это часть жизни, это то, как мы учимся и развиваемся. Я обязуюсь учиться на своих ошибках и использовать их как возможность самосовершенствования. Урок 17. Сбор информации о часах работы бизнес-центра.
Анна, вы знаете время работы бизнес-центра? Не уверена. Мы можем заглянуть на их сайт или позвонить, чтобы узнать. Неплохая идея. Важно знать, когда мы сможем получить доступ к их услугам. Давайте поищем его в интернете. Обычно у них указано время работы. Я поищу их веб-сайт и посмотрю, доступна ли информация. Если нет, мы можем позвонить в их службу поддержки клиентов и задать вопрос напрямую. Очень важно соответствующим образом планировать наши визиты и максимально использовать их услуги. Абсолютно. Знание их рабочего времени поможет нам эффективно управлять своим временем. Я нашла их сайт. Позвольте мне быстро проверить информацию. Не торопитесь. Лучше иметь точные данные, прежде чем строить какие-либо планы. Согласно их веб-сайту, бизнес-центр работает с 9 часов до 18 часов по будням. Приятно это знать. Тогда мы сможем запланировать наши визиты в эти часы. Именно так. Теперь мы можем планировать свои задачи и эффективно использовать бизнес-центр. Спасибо, что нашли эту информацию. Это полезно для нашей повседневной жизни. Без проблем. Важно быть в курсе событий и максимально использовать доступные нам ресурсы. Урок 18. Своевременные действия. Важно действовать в течение 48 часов. Анна, настоятельно рекомендуется в течение 48 часов. Мы должны обязательно это сделать. Безусловно, очень важно действовать быстро. Мы должны расставить задачи по приоритетам и принять меры в установленные сроки. Это помогает нам оставаться организованными и гарантирует, что что-то не будет упущено из виду или отложено. Согласовано. Прокрастинация может привести к упущенным возможностям или ненужному стрессу. Мы все сталкивались с последствиями отсрочки выполнения важных задач. Да, всегда лучше решать их в лоб и избегать ненужных осложнений. Итак, стоит ли мне сразу приступить к работе над этими отчетами? Да, лучше начать без промедления. Чем раньше мы их выполним, тем лучше. Я сделаю это приоритетом и выделю достаточно времени, чтобы выполнить их в течение 48 часов. В этом и заключается дух. Давайте сосредоточимся и будем эффективно использовать свое время. Абсолютно. Своевременное принятие мер поможет нам выполнять свои обязанности. И это дает нам чувство выполненного долга и душевного спокойствия. Я рада, что мы на одной волне. Давайте возьмем в привычку действовать в течение 48 часов, когда это возможно. Согласовано. Это ценная практика, которая может повысить нашу производительность и эффективность. Я ценю вашу поддержку и поддержку. Давайте будем действовать на опережение и довести дело до конца. Урок 19. Анализ отчетов о продажах. Решение проблемы снижения прибыли. Анна, вы видели последний отчет о продажах? Да, я так и сделала. Это свидетельствует о снижении прибыли. Это вызывает беспокойство. Нам нужно проанализировать отчет и понять причины снижения. Согласовано. Выявление коренных причин поможет нам разработать стратегии улучшения. Давайте рассмотрим показатели продаж и сравним их с предыдущими периодами. Нам также следует изучить рыночные тенденции и конкуренцию, чтобы получить комплексное представление. Очень важно выявлять любые потенциальные проблемы в наших стратегиях продаж и маркетинга.
Мы также можем получать отзывы от наших клиентов, чтобы понять их меняющиеся потребности. Кроме того, мы должны оценить нашу ценовую стратегию и управление затратами для обеспечения прибыльности. Возможно, нам придется внести коррективы или изучить новые возможности получения дохода. Крайне важно принять упреждающие меры для решения проблемы снижения прибыли и исправления ситуации. Мы должны привлекать команду и сотрудничать для поиска инновационных решений. Давайте назначим встречу, чтобы обсудить результаты и сформулировать план действий. Абсолютно. Анализируя отчет о продажах и принимая решительные меры, мы можем улучшить наши финансовые показатели. Я ценю вашу приверженность решению этой проблемы. Вместе мы сможем ее преодолеть. Урок 20. Поиск советов для получения нового опыта. Анна, до этого я, вообще-то, впервые. Какие-нибудь советы? Конечно, я могу дать вам несколько советов. Для чего вам нужны советы? Я собираюсь выступить с презентацией перед большой аудиторией и нервничаю. Не волнуйтесь, я уже бывал в подобных ситуациях. Вот несколько советов. Пожалуйста, продолжайте. У меня все уши. Во-первых, тщательно подготовьтесь. Изучите свой контент изнутри, чтобы повысить уверенность в себе. В этом есть смысл. Я посвящу достаточно времени исследованиям и практике. Во-вторых, повторяйте свою презентацию несколько раз. Это поможет вам ознакомиться с графиком и сроками. Я потренируюсь перед зеркалом или даже запишу себя, чтобы оценить мои роды. Отличная идея. В-третьих, общайтесь со своей аудиторией. Поддерживайте зрительный контакт и используйте жесты для связи с ними. Я приложу все усилия, чтобы наладить взаимопонимание и поддерживать их взаимодействие на протяжении всего времени. Наконец, не забывайте дышать и сохранять спокойствие. Сделайте глубокий вдох, чтобы справиться с любым беспокойством. Я напомню себе, что нужно сохранять спокойствие и сосредоточиться на том, чтобы эффективно донести свое послание. Это у тебя есть, Джон. Верьте в себя и свои способности. Спасибо, Анна. Ваши советы дали мне более четкое направление. Я ценю вашу поддержку. Добро пожаловать, Джон. Я здесь, чтобы помочь. Удачи вам с презентацией. Я сделаю все, что в моих силах. Еще раз спасибо, Анна. Я расскажу вам, как все идет.